Всем привет! 20 мая 2023 года. Ну, в общем, я только сегодня раскрыл свой виноград после временного укрытия от заморозков. Ну и как я уже говорил, что это не только защита от заморозков, но еще немножко дает раскачку. Такой разгон для винограда. Под укрытием в любом случае теплее, так как у меня двойное было укрытие спанбонд и пленка. Ну, смотрите, неделю назад были совсем коротышки. Ну, смотрите, какие сейчас. Вот, как бы на уровне рук. И я вам скажу, это уже по 20 сантиметров некоторые. Вот здесь подмороженные. Юпитер, смотрите, вот подмороженные. Здесь нормальные, ну вот здесь выпады есть. Хотя, вон, смотрите, есть и с гроздочками, но это вот нижние. В общем, выбрать есть из чего на самом деле. Выбор довольно приличный. Тут еще выламывать, выламывать и выламывать. Больше всего, ну, как всегда, удивляет и поражает, это кишмиш венгерский 342. Смотрите, здесь просто лес. Просто лес. Здесь просто можно заблудиться. В общем, здесь не запутаться бы. Короче, здесь процентов, не знаю, 80, наверное, придется выламывать. Как бы этого всего нам не надо. Нам надо оставить, ну, в среднем плюс-минус 20 побегов. 22. Смотря, зависит от сорта, конечно. От 18 до 22 побегов на куст я оставляю. Радует в этом году Прима Украины. В том году она мне дала штучек, наверное, 5 сигналочек. Буквально там по 5, наверное, ягодок. Смотрите, в этом году у меня уже тут раз, два, три, 4, 5. Ну, штук, наверное, 15-20 уже есть. В любом случае тоже пронормирую, конечно. Я потом, может быть, как раз на этом кусту и покажу, потому что на нем более-менее понятно будет. Кустику, по-моему, 4-й год, если не ошибаюсь, 3-й или 4-й, что-то около того. Ну, все зависит от развития, конечно. Так, эстеты чистюли, которые все мне про сорняки говорят, не надо мне рассказывать про сорняки. Я знаю, что они существуют. Я вам показываю после укрытия то, что сейчас происходит. Порядок я потом наведу. Просто если я потом, после того, как поработаю и начну снимать, скорее всего, я двух слов связать не смогу, мне это вообще уже будет и не надо. Поэтому пока есть силы вдохновения, я как бы немножко поснимаю, покажу, кому это интересно. Ну, кому не интересно, сами знаете, что делать. В общем, вот, да, трава, сорнячки, все как положено. Значит, земля живая, плодородная, все хорошо. У этой земли все хорошо, можно не париться. Значит, по Аркадии тут, в принципе, у меня даже и обламывать практически нечего. Тут, ну, наверное, побежков, наверное, штучек 25. Поэтому, ну, нормировку мне надо будет делать, ну, такую себе, легенькую. А теперь для контраста те, которые не укрывались. Почувствуйте разницу. Но, как ни странно, все-таки что-то живое. Этот вообще не укрывался. Ни зимой, ни от заморозков, ни от чего. Ну и вот здесь. Ну, в общем, выпады конкретные, конечно. Здесь даже грозочка завязалась. Ну, в общем, вот такой галышек. Одуванчики, все как положено. Наконец-то у меня Аладдин должен сигналочки дать. Так, не понял. Да, есть маленькая гроздочка. Еще все. Наконец-то он сигналку мне даст. Ему 3-й или 4-й год тоже такой. Еле-еле, душа в теле. Ну, я думаю, в этом году попробуем немножко. Атос. Атос тоже даст сигналочку. Первый раз. Не пробовал его еще. Не факт, что это Атос, но покупал как Атос. В общем, посмотрим. Ну, да, сигналки есть. В общем, будет что попробовать явно. Память учителя, которую я собирался уже корчевать, ну, не знаю. Ему, правда, 5 лет. Смотрите, какой дрищ. И вот землеройка явно. В общем, у меня почти под каждым кустом вот такие дыры. Я зарыхляю, там что-то делаю. Когда поливаю, всегда вода проваливается. В общем, я думаю, проблема как раз-таки с землеройками. Если бы это были кроты, конечно, были бы холмы покрупнее. Здесь просто дыры, просто тупо дыры. Нельсон 3-й год обещает дать сигналочку, смотрите. Под укрытием вроде бы выжил более-менее. Видите, уже появились соцветия. Кстати, вопросы были по поводу, будет соцветие или нет. Смотрите, если появился ус, а соцветия нет, все, соцветия не будет. Это будет такой бесплодный. Если вот здесь, видите, соцветие есть, уса еще нет.
В общем, такой показатель. Если усик появился, соцветий нет, ну, значит, этот бесплодный, можете его удалять. Вот здесь тоже у меня, видите, тоже гроздочка будет. И рядом в таких же условиях у меня дынька. Под таким же укрытием все один в один, но смотрите, ее прихватило, она подморозилась. Причем конкретно. Это сныть. Ну, вон у основания, в общем, выбивает новые. Ой, короче, возможно, сигналку не получу в этом году. Хотя очень рассчитывал на нее. Хотя нет, вроде бы что-то завязывается. Но, в общем, посмотрим. На дальнем побежике вроде бы что-то такое похожее завязывается. Но пока рано делать выводы. В общем, еще посмотрим. Проснулся он вообще хорошо, но его конкретно прихватило. Причем в середине укрытия. В середине куста. Ну, он под Аркадией у меня тоже. Видите, землеройка. Короче, у меня под всеми кустами такая фигня. Поэтому я поубирал все поливочные трубы. От них толку никакого. Туда заливаешь воду, она просто проваливается непонятно куда. Она, скорее всего, даже не под куст попадает, а куда-то уходит в небытие. Поэтому нет смысла. В общем, я их поудалял. Нет в них надобности. Единственное под Алешенькиным, вот она, кстати, труба осталась древняя. Но я уже через нее не поливаю, потому что тоже просто проваливается вода и все. В общем, бесполезно. Тоже буду удалять. Алешенькин тоже, ну, прихват есть, конечно, немножко. Вон даже дыры, скорее всего, даже антракноз сейчас начинает. В общем, надо будет медсодержащим препаратом обработать. Ну, перед этим, конечно, обломку сделать, все лишнее поудалять. Ну, вот примерно так это все выглядит. Кто меня смотрел уже давно, был у меня куст преображения такой. Я его купил привитой, ну, лет 8 назад. Приезжал такой товарищ с Украины, Мазур, к нам в клуб. В общем, с ведром и тележкой саженцев. В общем, у него все было привитое. Я тогда не сильно в этом разбирался, но, в общем, купил. И прививка эта, в общем, мучилась, страдала никак. Короче, я сделал отводок, смотрите. Уже планировал избавляться, но вот на отводке уже тоже сигналочки пошли. Потому что тот куст я, в принципе, уже выкорчевал. Там уже, в общем, ну, прививка была так себе. Так что посмотрю. Я уже планировал его убирать, но понаблюдаю. И рядом дубовский розовый. Здесь, ну, он навыдавало шедевров. В общем, будем посмотреть. Еще покажу молодняк цитронный. Смотрите, тоже сигналочки. В этом году я уже попробую этот цитронный Леон. В общем, ему 3 года, по-моему. 2 побежика здесь, 2 здесь. Тут нормировать нечего. В общем, пущу 2 отсюда, 2 отсюда. Буду из них выращивать 4 рукава. Ну и рядом цимус. Смотрите, тоже. Цимус тоже мне дает сигналочку. Вот соцветие. Так, раз побег, 2 побег, 3 побег. Вон 4 маленький. В общем, здесь явно соцветия не будет. Вот здесь 2 соцветия. Раз и 2. В общем, 2 сигналочки должно у меня как бы быть. В общем, надеюсь, попробуем. Если никакие катаклизмы это дело не испортят. Аркадия. Здесь у меня около 30 побегов. Мне столько не надо. Мне примерно надо оставить около 20. Но я сделаю предварительную обломку. В принципе, по обломке у меня куча видео. В принципе, ссылочку оставлю здесь сверху, кто не видел. Здесь сейчас вкратце пробежимся. Смотрите. Я сейчас сделаю, наверное, пока предварительную, потому что то птица сядет, то ветром побьет. До подвязки надо будет немножко перестраховаться. Сейчас уберу двойники, тройники, ну и лишнее, скажем так, которые без цветоносов. Ну вот, смотрим. С одного глазка идет 2. Видите, вот это двойничок. Его вот так вот просто бац. И ломаем, ничего страшного. Он самый слабенький. Вот этот помощнее. Вот этот оставляем здесь. 1 соцветие, 2 соцветия, 3. После цветения мы выберем самый лучший. Это Аркадия. Очень крупная гроздь. Оставим 1. Самый лучший. Не факт, что это будет самая вот эта нижняя гроздь. Возможно, будет 2. Это будем смотреть. Вот, например, мощный побег. Ну, у него, смотрите, маленькое соцветие. Вообще маленькое. Я его пока оставлю, но, скорее всего, оно будет удаляться. Вот рядом более мощное. Вот это по-любому остается. Вот здесь, видите, двойничок. Вот это мы удаляем. Я, наверное, сейчас вот приму решение. Вот этот оставлю, этот я удалю. Он
хоть и мощный, но толку от него не будет. Он такой пустоватый. Как бы не жалко было, но на удаление пошел. Здесь пустоты не будет, я потом натяну, ну скажем, вот этот пойдет сюда, этот возможно сюда. Пространство полностью забьется побегами, пустот здесь не будет. Причем у меня здесь длинная шпалера, около 4,5 метров. У меня рядом куст молодой, пустует, поэтому Аркадия немножечко у меня сдвинулась, ей тут места более чем достаточно. Вот еще один, смотрите. Ну, совсем маленький, совсем. Тоже идет обломка его. Все, обломали. Он не нужен. Вот этот, видите, здесь немножечко, ну, тоже они какие-то слабые. Вот здесь двойничок сразу уберем. Ну, посмотрим, оставим, может быть, что-то из этого получится. Вот, смотрите, мощный, видите? Ну, относительно мощный. Здесь раз соцветие, два соцветия, двойничок. Двойничок удаляем. В общем, примерно штук 5 удалю, и 5 еще будет про запас. Вдруг там ветром побьет или что, я уже повторяюсь. В общем, потом донормирую уже, когда буду подвязывать, и около 20, может 18 побегов оставлю, чтобы были мощные. Для чего вообще нормируется? Чтобы не перегрузить куст. Если его перегрузишь, ягоды будут мелкие, поздно созреют, кислые и так далее. Поэтому делаем нормировку правильно, и будет нам счастье. Вот смотрите, здесь побежки хоть и маленькие, но с соцветиями. Давайте их пока оставим. Вот, маленькие, но с соцветиями. Ну вот здесь более дохленький. Вот это давайте удалим, вот этот оставим. Потом донормируем, ничего страшного. В общем, примерно вот так это будет выглядеть. Здесь более-менее уже так прорежено. Ну, еще пару-тройку удалю и все. Значит, если, например, идет побег, и вы не знаете, будет соцветие или нет. Если появился ус, после уса уже соцветия не будет. Здесь, видите, идет соцветие, потом ус. Если идет побег, идет, появился ус, не побег, а ус. Все, соцветия здесь не будет. Бывает на усе пару ягодок, но такие лучше удалять. Вон волкодав не дают работать. При нормировке мы обязательно вот эти рукава, на них тоже идут побеги, мы их удаляем, они не нужны. Полностью обламываем. Здесь все внизу, ниже нижней проволоки, все должно быть пусто. Единственное, можно оставить вот этот, например, возможно, я оставлю его на замещение, на следующий год буду выращивать. Здесь, кстати, даже есть соцветие. Вот этот, хоть ниже проволоки, я его оставлю, и потом я вот так обрежу, и этот у меня будет в следующем году лозой плодоношения. Ну вот двойничок еще, видите? Причем с соцветием. Вот этот получше, помощнее. Слабенький удаляем. Все, вот так вот это выглядит. Не жалеем. Жаба страшный зверь, поэтому с этим аккуратно. Потом еще будем нормировать гроздями. Ну вот здесь по рукаву, видите, тоже. Все это удаляем. Все напрочь. Не надо нам это. Вон. Все, здесь рукава чистые. Это пока оставлю. Значит, я говорил, что рукава оставляем все без побегов. Но если нам надо вырастить еще дополнительный рукав, вот смотрите, в том году я оставил парочку побегов. Вот у них пошли побежики. Вот из них я сформирую еще пару рукавов. Вот эти я оставлю. Вот раз и вот два. Все, а рукав весь лысый, весь все полностью мы поудаляли, ничего не оставили. Ну, смотрите, как каталония мощно пошла. Здесь я уже все пообламывал. Здесь много было выпадов в плане, повымерзало немножко, поэтому я оставил все, что есть. В общем, если будет не хватать, если мало будет соцветий, ну, к примеру, не смогли вы загрузить взрослый куст соцветиями, оставляем пустышки, чтобы куст не жировал. Даже те, которые без соцветий, вам все равно надо в районе 18-20 побегов оставить, даже если там не будет соцветий. Иначе куст будет жировать, будут проблемы с вызреванием лозы. Ну, вон, видите, уже вторая проволока, это у меня первая шпалера, у меня вторая проволока примерно на 40 сантиметров, довольно высокая, но вот она уже добралась. Сейчас вот, видите, у меня тут такие прихваточки китайские. Опа, все, уже подвязан. Красота. Красота. Ну вот, с большего примерно так. Буду дальше сейчас работать. Пишем комментарии, делимся опытом. В каком у вас состоянии. Видите, в принципе, состоянием я доволен. Ну давайте в принципе еще покажу. Киш-миш венгерский 342, я его показывал. У меня тут прямо лес был. Я его уже
прорезил, видите? Это предварительно. Здесь больше 20 побегов. Я потом еще донормирую, когда подвяжу при подвязке. Я еще немножко донормирую, потому что здесь слишком много. Если у вас большие выпады после заморозков или после зимы, вы не смогли взрослый куст, который старше 4 лет, не смогли его загрузить побегами, я потом, в принципе, в следующих видео покажу, как загрузить их с помощью пасынков. Потому что нельзя дать этому кусту зажировать, потому что он потом будет мучиться и будете опять без урожая. Поэтому надо все как бы учесть. Все, народ, всем удачи, пока.